Всем привет! Вы на канале Дневник путешественника, где мы делимся с вами своими отзывами об отелях по всему миру. И сегодня хочу поговорить об отеле Жадор де Люкс, который расположен в Сиде, всего в 70 километрах от аэропорта Анталии, и относится к достаточно таки бюджетным отелям. Мы с вами сейчас попадаем на рецепцию отеля. Здесь проводятся заселения. Также здесь вы можете подождать свой трансфер и перекусить сладостями. Обычно в течение дня здесь стоят 2-3 вида безалкогольных напитков, какие-то легкие перекусы в виде печенья и пирожных. Но в вечернее время, к сожалению, и рано утром их нет. Не знаю, почему так распоряжается отель, потому что выглядит оно достаточно непривлекательно во время заездов, особенно после ночных рейсов. Здесь же расположен небольшой бар, где вы можете перекусить печеньями, тортиками и восточными сладостями. Большой лобби-бар с большим количеством кресел, диванчиков, в том числе на семьи. Очень часто в этом отеле отдыхают немцы, поляки, англичане, сами турки. Поэтому публика достаточно разнообразная. Сейчас в мае мы отдыхаем, поэтому отель загружен на 70%. И большинство отдыхающих это именно европейцы. Также здесь есть небольшая библиотека. В основном этот зал используют для презентаций и для вечерних посиделок. Здесь же расположен бар. Сервируют напитки 24/7, как алкогольные, так и безалкогольные. Алкоголь, конечно же, местного только производства. Есть карта коктейльная, но, честно, нужно признаться, коктейли не самые вкусные, не самого высокого качества. Здесь же можно выйти на открытую террасу, с которой открывается вид на территории соседних отелей, а также на небольшие зеленые, все еще доступные к застройке, так сказать, территории. Здесь продолжается территория бара просто для тех, кто хочет посидеть в хорошую погоду снаружи. И в самом конце открывается вид, в принципе, на всю территорию отеля, которая у него есть. К сожалению, территория не очень большая, как и в большинстве отелей Сургута, Сиде. Погода в мае 26 года достаточно капризная. Обычно в начале мая люди уже загорают на пляже и купаются, но в этом году погода преподнесла сюрприз очень многим туристам, поэтому многие отели еще даже не открылись, остальные работают не на полную мощность. Много какие развлечения в соседних отелях не работают, бассейны, бары, дискотеки не везде открылись. Сейчас вы видите перед собой основной бассейн, он не подогревается, а также аквапарк, который работает каждый день с перерывом буквально на 2 часика в обед. Каждый день внизу под аквапарком есть бар, где можно перекусить, и также с другой стороны есть бар с алкогольными и безалкогольными напитками. Далее возвращаемся с вами внутрь отеля. Покажу вам, где вне сезон проходит дискотека, а также основной ресторан. Уже знакомого вам зала мы можем пройти в конференц-зал, также в лаунж-бар, который работает только по вечерам. И
во время, когда дискотека еще не открылась на пляже, здесь проводят весь вечерний интертеймент, а также дискотеки, которые работают до 12 ночи. И сразу хочу отметить, что звуки этой дискотеки доносятся до комнат. Поэтому, если вы любите спать пораньше, можете на это вне сезона не рассчитывать. Сразу хочу сказать, что отель 2016 года, полную реновацию он проходил в 2019 году, и заявляет о том, что поэтапно они постоянно проводят косметические ремонты по мере необходимости. Но отель достаточно своеобразный по стилю. Возможно, не всем подойдет. И когда вы заходите, вы понимаете, что это не самый новый отель. Опять же таки, большинство людей его выбирают именно из-за доступности цены. Сейчас мы с вами спускаемся в основной ресторан. Это можно сделать как по лестнице, так и на лифте. Расположен он на -1 этаже. И первым делом мы здесь с вами видим магазины, медцентр, а также спа и wellness. Спа и wellness здесь в аренде. Они не принадлежат отелю, но вы можете бесплатно пользоваться хамамом. Все остальные массажи и дополнительные услуги за дополнительную плату. Массаж около $40 на человека. Делают его тайки. Очень туристы хвалят. И когда вы уходите с массажа, вам еще дают там какие-то приятные мелочи, подарочки. Здесь есть магазинчики, в которых продается все самое необходимое. Вдруг вы забыли дома. И уже из магазинчиков вы заходите в основной ресторан. Основной ресторан каждый день работает на завтрак, обед и ужин. Ужины каждый день меняются. Они тематические: мексиканская кухня, турецкая кухня, средиземноморская. Но сами завтраки, как правило, без особо огромнейшего там какого-то выбора, без чего-то невероятного. Здесь вы найдете несколько видов сырочков, несколько видов турецкой колбаски, не самые вкусные, но безумно вкусные оливки. Их здесь достаточно большой выбор. Есть стандартные наборы для салатиков. Есть большой выбор хлеба, яйца, сосисочки, бобовые. В принципе, достаточно стандартные наборы: блинчики, яишенки. Также бывают скрамблы, рис, картофель. Голодным отсюда точно никто не уйдет. Но прям каких-то изысканных блюд я бы на вашем месте не ожидала. Также есть горячая еда. Это мини-пиццы, булочки, разных начинок, форм, что я заметила, не пользуются популярностью именно у деток. И, конечно же, есть сухие завтраки с молочком. Ресторан достаточно большой. Места всем хватает, даже при большой загрузке полной отеля. Также, как я уже сказала, в течение дня помимо основного ресторана работают бары с закусками. Я вам их тоже сейчас покажу. Бары с закусками есть как на основной территории у бассейна. Здесь сервируется все по меню. Это, как правило, курочка с салатами, картошка фри, 2-3 вида мясных закусок турецких
И, конечно же, гамбургеры, которые очень любят детки. Здесь сервируются только напитки. И обещают детям мороженое, но поскольку сейчас не сезон, его выдают в основном ресторане. И уже в самом углу расположен большой бар с закусками, где очень приятная, нежадная женщина пытается всех накормить, давая по 4 куриных бедра на одного человека. Отсюда уже можно попасть в аквапарк. И из плюсов я бы отметила еще наличие детского бассейна, который закрыт от солнышка. Поэтому самыми маленькими детками вы можете не беспокоиться о том, что они обгорят. В целом это и есть вот вся основная территория отеля. Сейчас мы с вами пойдем посмотрим, как она выглядит на пляже. Но там она тоже не прям огромная. И по пути я покажу вам крытый бассейн, который работает в принципе круглый год, но в основном пользуется популярностью в начале сезона при такой погоде, как у нас вот сегодня. Дожди, отсутствие солнца на улице не больше 20 градусов. Есть специальный крытый бассейн с подогревом. Он пользуется на этой неделе огромной популярностью именно у детей. Они туда заходят прям огромными компаниями с надувными игрушками. Поэтому если вы думаете, что это отель только для старичков, не обольщайтесь. Сразу у основного ресторана есть вход подогреваемый бассейн. Он не очень большой, но тем не менее все желающие в течение дня здесь помещаются, так как постоянно люди меняются, кто-то идет на пляж просто подышать воздухом, кто-то купается. Температура воды в бассейне 28 градусов. По всей территории в течение всего дня постоянно, регулярно проводятся уборки, что-то моют труд. Поэтому могу 100% с гарантией сказать, что да, отель видно, что не новый. Да, отель видно, что бюджетный, но достаточно чистый. Пока у самых притязательных туристов единственные вопросы, какие были, это недомытые зеркала и недомытые окна. Они такие немного с разводами. Но в целом я не слышала, чтобы кто-то отравился. Я не слышала, чтобы кто-то ушел голодным. И как для отеля, который обходится на данный момент в 1300 евро на двоих, бюджетная, качественная пятерочка. И сейчас мы с вами поедем в лобби назад и сходим на пляж. Как я уже говорила, отель находится в Сите. Здесь большинство отелей расположены на второй линии, но это абсолютно не должно вас пугать, потому что у них все еще есть частные пляжи. Возят вас туда либо на багги, либо вы можете пройтись пешком. На багги это займет не больше 1 минуты. Багги ездит не по графику, а по мере загрузки. То есть, если есть люди, желающие ехать, он просто без конца курсирует. Пешком прогулка на пляж вас займет не больше 8 минут. Это если вы уже прям совсем в развалочку гуляете. Есть вдоль дороги также велосипедная дорожка, кто хочет заниматься спортом. И самое приятное это тот факт, что дорожка на пляж утопает в зелени, в соснах. По сути, вы идете через лес, поэтому даже в июле-августе
вы не будете успевать прям подгореть, пока дойдете до пляжа. Ну и еще будете дышать морским воздухом, гладить по пути котиков, наслаждаться красивым видом. Поэтому проблемы очень большой в том, что отель расположен в 350 метрах от частного пляжа собственного, я не вижу никакой. И в принципе, когда в разгар сезона разница на цены между бюджетными отелями непосредственно на первой линии расположенными и такими отелями, как Жадор, очень большая, считаю, можно и прогуляться. Кто здесь? Подтверждение того, что нет никакой проблемы здесь дойти до пляжа самостоятельно, и многим это даже нравится, вы видите впереди идущие по дорожке уже достаточно пожилую пару из Германии. Они каждый день прогуливаются с утра на пляж и получают от этих прогулок дополнительное удовольствие. И вот мы с вами подошли на пляж отеля Жадор де Люкс. Здесь есть детские площадки, их две. К сожалению, они без навеса. Есть детская анимационная программа, детский клуб. Сумасшедший восторг у детей вызывает это мини-ферма с курочками, уточками и козочками. Запах, конечно же, здесь стоит соответствующий. Молочка и козочек. Но, тем не менее, малышня постоянно берет что-то в баре и носит их угощать. Плюсом я бы назвала тот факт, что именно на пляж перенесли весь интертеймент, построили в 2019 году открытую арену, где в течение сезона проводят все мероприятия вечерние. Также постоянно берут в аренду эту арену и привозят сюда очень большие группы для спортивных занятий. Вот конкретно сейчас с нами джамперы проживают. Поэтому пока вы кушаете в баре на пляже, вы можете еще посмотреть, как другие люди мучатся, скачут и худеют. Здесь пляжный бар. В течение дня сервируют закуски. Как правило, по центру стоят салаты. И по меню с 11 до 16:00 вы можете выбрать себе закуски. Это и шаурма, и картошка фри, жареная рыбка, пицца, бургеры и безалкогольные напитки, а также алкогольные напитки расположены рядышком на баре Островочки. Здесь же расположен детская комната с клубом. В течение дня проводятся развлекательные мероприятия с аниматорами. Детей здесь можно оставлять с самого утра и до 12 ночи. Сделали это специально, чтобы дать возможность родителям в том числе повеселиться на дискотеке, которая проходит в амфитеатре, а также во время вечерней анимации, ней насладиться, зная, что дети находятся под присмотром в детском клубе и недалеко от своих родителей. То есть мама постоянно может прийти, проверить самочувствие ребенка, весело ли ему, и быть спокойной. Как я уже сказала, здесь же помимо вечерней анимации в летнее время отменяется дискотека, которая расположена в самом отеле. Проводится она здесь, на сцене стоит диджей. И этот бар Алоха пляжный превращается тоже в бар для дискотеки. Пляж у отеля достаточно большой, он широкий. Лежачки достаточно новые, но не супер чистые. К этому тоже нужно быть готовым.
Длина пляжной полосы 350 метров. Есть здесь, конечно же, и души, и туалеты, как закрытые, так и открытые. Песок здесь более темный. И в зависимости от того, как вы приближаетесь к воде, он начинает быть вперемешку там с мелкими ракушками, камешками. Ну, это достаточно комфортно. Единственное место, где это может быть не супер комфортно, это непосредственно заход в воду. Там есть полоса из камней. Чуть дальше, глубже, есть еще натуральная плита. Поэтому, если вы очень чувствительный или если вы отдыхаете с детками, я бы рекомендовала, наверное, брать с собой кораллки для большего комфорта. Из плюсов также хотела бы отметить, что до середины пляжа у нас все накрыто навесами от солнышка. Количество лежаков очень большое и хватает на всех. Поэтому кто хочет, может лежать под навесом. Кто не хочет, может себе лежачки подтянуть ближе к воде и загорать на открытом солнышке. Также по всей территории пляжа постоянно проводится уборка несколько раз в день, вывешиваются флаги в зависимости от погоды, можно купаться или нет. И практически до самой воды есть деревянные настилы, по которым вам будет более удобно ходить в бар, не набирая песок в обувь. В целом отель производит двоякое впечатление. То есть вы сразу понимаете, что он бюджетный. Вы сразу должны понимать, что от него не стоит ожидать чего-то такого этакого. И что это будет Турция уровня Риксос. Но никто здесь не пропадет, не умрет с голоду. Нужно просто понимать, что это более доступный вариант. Если вам нужно просто море, просто нормальное питание, а не какое-то супер разнообразное, вполне себе можно его брать. В отеле широкий выбор номеров от эконома до двухкомнатных семейных и сютов. У нас был номер large на 2 метра больше стандарта и с расположением в атриуме рецепции. Общая площадь номера 36 метров. Вид может быть как на горы и окрестности, так и на море. В номере идет одна двуспальная кровать и одно дополнительное спальное место в виде полноценной полуторной кровати. Есть в номере бесплатный мини-бар с водичкой и соками, а также набор для приготовления чая и кофе. Также на видео, я думаю, вы обратили внимание на набор косметики. Но по факту во всех номерах дают только один дозатор шампунем, он же гель для душа. Поэтому всю косметику лучше брать с собой из дому.